Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать реалистичный камин для кукол. Начнем с каркаса камина. Для него я взяла гофрокартон. Вырезаем из него заготовки. Конечно же, вы можете брать и другие размеры, а у меня получились следующие. Для донышка вырезаем две картонки 10 на 4,5 см. В одной из них делаем окошечко ближе к широкому краю. И 4 картонки 1 на 4,5 см. Для стенок вырезаем 4 штучки 10 на 3 см. Еще одну или две для горизонтальной перегородки 6 на 3 см. Также для полочки вырезаем 2 картонки 13 на 4,5 см. Я буду клеить горячим пистолетом, но можно использовать любой другой клей. Сначала донышко. Берем одну картонку 10 на 4,5 см и наклеиваем на нее 4 маленьких на края и на 2 см от края. Теперь берем одну стенку и, отступив от края 2 см, приклеиваем под углом 90 градусов горизонтальную перегородку. И на таком же расстоянии приклеиваем вторую стенку. Склеиваем между собой два кусочка верхней полочки. И, отложив на ней по 3,5 см от краев, приклеиваем ранее склеенные стенки с перегородкой. Две оставшиеся стеночки приклеиваем на расстоянии 1,5 см от края. Далее будем делать камуфляжную обшивку. Для нее я буду использовать белый ватман. Начнем с подставки. Вырезаем из ватмана выкройку по типу коробочки. Мои выкройки вы можете скачать по ссылке в описании. Теперь склеиваем обе части камина. Если вам кажется, что топка получилась слишком высокой, можно приклеить еще одну горизонтальную полоску. На ней также можно расположить верхнюю подсветку камина. Также обклеиваем верхнюю часть. И обклеиваем основную часть. Чтобы сделать интересную заднюю стенку топки, можно взять тот же гофрокартон и, отметив на нем размеры окошка, аккуратно надрезать и оторвать только верхний слой бумаги. После этого зачистим гофрированную часть и покрасим ее, как и топку, черной краской. Вместо этого также можно приклеить картинку огня или приложить экран телефона с включенным видео, так же как это делают многие зарубежные миниатюристы. Я обклеила облицовочным картоном и заднюю стенку. Ее можно оставить приставной или можно приклеить к основной части. Теперь можно приступать к декору камина. Я просто вырезала полоски из белого ватмана и наклеила их как ступенчатые пластинки. А также с помощью текстурного листа из зефирной самозастывающей полимерной глины сделала вот такие рельефные полоски и добавила вензель по центру. После этого лучше всего загрунтовать всю поверхность для придания однородности. Я использовала белую акриловую краску. И теперь можно выделить фактуру. Берем акриловую краску, у меня это темное золото. Слегка набираем ее на пальчик, излишки снимаем на салфетку. И, едва касаясь, проходимся по рельефу, оставляя как бы патину на всех выступающих частях. При желании эффект можно усилить. Теперь сделаем угли и дрова для нашего камина. Для этого отлично подойдет горячий силиконовый пистолет, так как нам нужен прозрачный материал. Намечаем ширину и глубину топки.
И теперь на какой-нибудь поверхности, с которой будет легко сниматься силикон, начинаем друг за другом оставлять силиконовые капельки. Ширина этого пласта не должна превышать глубину топки. Когда первый ряд наших икринок затвердел, можно добавить еще один. Делайте шарики разного размера и располагайте их в хаотичном порядке. После остывания берем желтую акриловую краску и покрываем ей все наше творение, исключая дно. Покрывайте также неравномерно, добавляя больше краски в углубление. Придаем дополнительную шероховатость, примакивая салфеткой. Даем краске полностью высохнуть. И на полностью высохшую желтую наносим красную краску. Покрываем также хаотично, полусухой кистью, в основном по верхам, чтобы подчеркнуть пористость предыдущего слоя. Можно также воспользоваться кракелюром. Оставляем до полного высыхания. И последний слой делаем черной краской, снимаем излишки на салфетку и легонько тонируем. Больше внимания уделяем краям. Можно также использовать кракелюр. По той же схеме раскрашиваем и бревнышки. Это могут быть обычные веточки. Укладываем бревна на угольки, фиксируя их клеем. Снизу нашего костра можно проковырять дырочки, чтобы свет был неравномерным. И теперь, собственно, сам огонь. Его можно сделать несколькими способами. Первый – это использовать светодиоды. Самый простой способ – это вытащить их из сломанной гирлянды. Ведь чаще всего в ней перегорают только 1-2 лампочки, нарушая цепь, а все остальные остаются целыми. Чтобы запитать их, нужно всего лишь обычные батарейки на 3 вольта. Они могут быть разной толщины, но тут удобнее всего использовать тонкие. Прикладываем диод с 2 сторон батарейки и вуаля! Если свет нужен сильнее, просто добавляем еще 1 батарейку. Фиксируем контакты изолентой. И теперь можно положить наши огоньки в поддон и накрыть их углями. Второй способ – это вырезать окошко в поддоне сзади и просто поместить под угли лампочки рабочей гирлянды. И угли сразу же раскаляются. Благодаря цветной гирлянде можно сделать совершенно любой камин. Экспериментируя с декором, светом и раскраской углей, можно сделать волшебный зеленый камин из Гарри Поттера или даже камин синего ледяного огня. Творите и не бойтесь экспериментировать. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HelloDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно помогут улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!